Добро пожаловать на мой обзор площадки Civitai, в бывшем топового автора оттуда, тот, кто делал лучшие модели в свое время, и того, кто покинул этот сайт из-за его проблемности. И сейчас я расскажу вам все хорошее и плохое об этом сайте, и стоит ли вам тратить на него время, уже решите для себя сами, я это комментировать не буду. Начнем с хорошего. Все те, кто хоть раз посещал этот сайт, могли бы сказать, что выглядит он очень классно. В плане дизайна все хорошо продумано, модельки красиво сделаны, заходишь, все расписано, всякие комментарии, картиночки, описания, встроенные видосы и так далее, и так далее. Можно все настроить прям как целую вики-страницу. В этом все очень хорошо. Хорошие фильтры, все хорошо организовано, хотя раньше было лучше, но тем не менее, все еще достаточно на хорошем уровне. Ну, то есть за внешний вид, конечно, я бы поставил 5 из 5. Над этим, видно, старались. Но и на этом, к сожалению, плюсы заканчиваются. Теперь переступим к базе, и это уже будут абсолютно негативные стороны этого сайта. Первое, это, конечно, правила. Основа всех основ. Правила, в которых абсолютно нет никаких правил. 3 пункта лишь в них присутствуют. Это нельзя детское порно, то есть модели с ним связаны или картинки. Нельзя контент с дерьмом, ну то есть с реальным дерьмом, то есть с говном постить. И нельзя ворованный контент, то есть кто-то уже запостил этот контент и постит тебе его снова. 3 правила всего там есть на момент публикации записи ролика. Именно такие они и были буквально вот пару дней назад я их проверял. Ничего более. И из этого уже вытекает огромная проблема, которая у авторов будет подрывать ваши жопки. Почему? Потому что администрация может удалить все что угодно, даже не описанное в правилах, только потому что они захотят или посчитают, что это нехорошо такой контент постить. Например, было в моем случае на личном опыте такая ситуация, как раз таки из-за которой я и удалил свой аккаунт там, и забрав с собой вместе весь контент. Мне удалили модель, обосновав причину тем, что мой контент содержит жестокость и насилие. Ну, хотя в правилах Civitai такого даже не написано, что нельзя такой контент постить, это раз. А второе, там не было никакой жестокости и насилия. И где ее админ, который удалил эту модель, нашел, я без понятия. Тем не менее, это произошло. Проблема, к сожалению, там это нерешаемая. Произошло 2 раза, то есть это не случайность, потому что я перезаливал. Теперь приступим к второму пункту, который вытекает из первого. Техподдержка. Мягко говоря, я думал, что ее там вообще нет. Но оказывается, она там есть, но я туда неделю назад написал, мне, в общем-то, так ничего и не ответили по поводу восстановления аккаунта. Мне даже просто не ответили ничего, в принципе. Неделя прошла. То есть, техподдержка, вы поняли, да? То есть, если возникает какая-то проблема даже с тем, что у вас что-то удалят, или что-то уберут, или вы чем-то недовольны, или хотите что-то спросить, будете ждать неизвестно сколько, если вообще дождетесь. Дальше. Система предложений и баг-репортов аналогична. Не рассматривается там практически вообще ничего. А если и рассматривается, то с какой скоростью тоже непонятно. По крайней мере, большинство того, что я туда писал, никому до этого тоже не было дела. К сожалению, да. Теперь еще пунктики веселые. По поводу постинга там чего-то. То есть, для человека, который туда что-то планирует выкладывать. Выкладывая модель, вы можете вычитать в правилах, что Civit приобретает на нее, так скажем, полное право. То есть вы передаете авторские права Civit'у, по сути, выкладывая на этот сайт. И он может делать с этой моделью, там написано прямо это в правилах, что он может с ней делать абсолютно все, что угодно. Даже если вы ее удалите, например. Вы передаете права на контент, собственно, площадки, на которую выкладываете. То есть, по сути, это уже не ваш контент, если вы его выложили на Civit. По крайней мере, я это правило так понял, как там написано. Может, они что-то другое имеют в виду, я не знаю, но тем не менее, я лично это воспринял именно так.
Если как-то думаете, что я в чем-то не прав, можете меня поправить, конечно. Это не самый главный пункт, но я тоже думаю, стоит его озвучить. Потому что люди, которые все-таки делают какой-то контент, не хотят лишаться своих же прав на свой контент. Правильно? Не очень приятная вещь. Учитывая, что вы его даже там монетизировать не можете. Да, опять же, монетизация, она там полностью отсутствует, вы ничего не получите с выкладывания туда моделей, вы не можете никак их монетизировать, вы не можете ничего сделать, чтобы вам как-то за это заплатили кто-то. Никаких платных подписок, ничего абсолютно там нет. Дальше, когда вы выкладываете модель, и к модели выкладываете картинки, ваши картинки далеко не с первого раза выкладываются, далеко не со второго раза выкладываются, и далеко даже часто не с третьего раза выкладываются. Они просто витают где-то в воздухе, и ты об этом, чтобы узнать, должен зайти со второго аккаунта и увидеть, есть ли у тебя в истории постов эти картинки, иначе ты даже и не узнаешь. Потому что у тебя они показываться будут, но у людей они показываться не будут. И дело не только в том, что картинки могут быть флагнуты на проверку администрации автоматически, а это ждать как минимум 12-24 часов. Они могут просто в принципе зависнуть в воздухе и не выложиться никогда. И ничего ты с этим не сделаешь, пока не поймешь, что их надо бы перезалить несколько раз, попробовать. Это тоже геморрой, и это очень много тратит вашего времени. Дальше. Что еще можно сказать интересного? Да, про самопроизвол админов тоже можно рассказать. Админам, которые там работают, мало того, что их там очень мало, всего там, насколько я знаю, несколько человек заправляет всем сайтом, то есть вообще всем. Так админы еще абсолютно делают, что хотят, так как вот эти правила, о которых я только что говорил, они пустые и размытые, то есть у них нет никакой конкретики, они абсолютно не написаны. И то есть, по сути говоря, админ делает все, что хочет, удаляет все, что хочет, одобряет все, что хочет, на главную страницу пихает все, что хочет. То есть никакого алгоритма, никакой справедливости там нет, не было и не будет никогда. Короче говоря, все работает только так, как захочет админ. И даже если ты ничего там не нарушаешь, то, в общем-то, это никого не волнует. Мнение и предложения людей, которые туда пишутся, тоже не особо таково и волнуют. Все, что мы пишем, все, что мы писали туда, а было очень много жалоб однотипных, например, по поводу звезд, которые никому не нужны, и этот буллинг со стороны звезд, да, там пятизвездочная система, которая многих бесит, особенно тех, кто выкладывает контент, и люди одними и теми же словами, руководствуясь, говорят о том, что мы как бы, камон, ребята, мы делимся бесплатным контентом, а нас по пятибалльной оценке, по пятибалльной системе оценивают. Как-то это совсем несправедливо. То есть, ну как плевок в лицо, когда тебе кто-то поставит там 1-2 звезды, правильно? Правильно. Это никому не нравится. И это там есть, это там присуще, и ты с этим тоже ничего не можешь сделать. Ты не можешь модерировать свои модели абсолютно никак. Ты не можешь удалить комментарии со спамом. Ты не можешь удалить даже комментарии со спамом, которые выкладывают ссылки на твои же ворованные модели где-то на других ресурсах. То есть это там абсолютно никак не автоматически никак не мониторится. У меня даже один такой коммент, когда еще у меня был аккаунт, лежал под постом, я кидал на него репорт, это было без толку. Он так там и остался, этот комментарий, с перезалитой ворованной моделью, несмотря на то, что я ее убрал с сайта, но ее кто-то перезалил. И написал в комментарии. С этим комментарием я ничего сделать не могу. То есть, ну вот, так это работает там. Ну, что еще можно напоследок рассказать? Ну и, пожалуй, да вот и все. То есть, такой сайт, что он ни за что ответственности не несет, правил никаких нет. То есть, они есть, только выдуманные. То есть, они размытые правила. Администраторы их под себя как надо подкрутят. Если они захотят что-то вынести, они себе правила надо будет придумывать, и о нем тебе не скажут. Логики никакой нету. На комьюнити им абсолютно насрать. К мнениям не прислушиваются, даже баг-репорты не читают. Отношение просто максимальное насрать на вас. То есть, ну, сайтик такой вот. Такой. Чувачки, как так скажем, подобрали хорошую идею и засрали ее просто нахрен.
Моя итоговая оценочка. Да лучше бы такого сайта не было. Просто. Было бы лучше. Ах, ну и напоследок добавлю еще. Забыл сказать. Хорошая скорость скачки моделей для тех, кто их качает. И ужасная скорость отдачи для тех, кто эти модели постит. О, все рассказал про этот сайт. Хорошего дня.